Никогда не задумывались о том, в какой точке мира путешествует Рудиус? Как называется та или иная страна, чем она богата, чем опасна, с кем торгует, а с кем воюет. Аниме «Реинкарнация безработного» очень слабо передает масштабы мира. Может показаться, что персонажи путешествуют в безусловно красивом, но безымянном вакууме. А все из-за огромного количества вырезанного контента, который знают только те, кто читал оригинальную новеллу. Поэтому я взял вот такую цветную карту, заапскейлил, перевел на русский, поправил косяки и приглашаю вас в турне по одному из самых проработанных миров в аниме. А с вами Стил, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А начнем мы наше путешествие с самого сердца жизни в мире людей, центрального континента. Как вы можете видеть, он разрезан двумя горными цепями на три части: северную, западную и южную, резко различающихся по условиям проживания. Эти две горные цепи называются горы красных драконов. Красные драконы селятся на них, собираясь в стаи по сотне особей, и по утверждению Руджерда, никто, даже из текущих 7 великих мировых сил, не сможет пересечь их территорию. Однако драконы никогда не нападают на низинные земли, потому как для разгона им нужна большая высота. А если дракон случайно упадет вниз и не сможет взлететь, то такого ослабленного дракона называют бродячим, и на его убийство собираются огромные рейды авантюристов. Также под самой большой горой в горной цепи находится сложнейшее подземелье в мире — дыра драконьих богов. 2500 этажей вглубь пустотелой горы ждут тех, кто вообще смог до него добраться. Однако в горных цепях есть два безопасных прохода, которые называются соответственно верхняя и нижняя челюсть красного дракона. А посередине этих челюстей в западной части континента расположилось крупнейшее и богатейшее королевство Асура. Бескрайние поля, многочисленные реки и плодородные луга. Вот что встречает любого путешественника по Асуре. А еще множество улыбающихся жителей. Ведь эта земля — натуральный рай по сравнению с другими территориями. Здесь невероятно мало сильных монстров, отчего королевство не в почете у авантюристов. Но для мирной жизни лучше места не найти. Секретом успеха можно считать не только благоприятный климат, но и то, что Асура осталась единственным королевством людей на центральном континенте после войны Лапласа. С тех пор 400 лет королевство не знало ни голода, ни войн, ни восстаний. Люди считают, что их хранит герой, запечатавший Лапласа, бронированный король-дракон Перугиус, которого можно заметить в небе вместе с его крепостью Разрушитель Хаоса. На деле же он никогда не вмешивается в дела обычных людей. Столицей королевства Асура, а по совместительству крупнейшим городом в мире, является Арс, названный в честь героя первой человека-демонической войны. Также в Арсе находится штаб-квартира стиля бога воды. Кроме того, есть огромный Колизей, многочисленные храмы учения святого Милиса, система акведуков, протянувшаяся по всему городу, и штаб-квартиры крупнейших торговых компаний мира. А на холме над городом возвышается величественный Серебряный дворец, резиденция короля Асуры. Непосредственно королем управляется столица и прилегающие территории. Остальное же королевство поделено между четырьмя знатными ветвями семей Грейрат. И начать стоит с региона Фитоа, находящийся под управлением семьи Бориасов. Именно там находилась маленькая деревенька Буэна, где переродился главный герой истории Рудиус Грейрат. Основной товар на экспорт — пшеница и цветы батируса, которые считаются деликатесом. В 417 году эпохи бронированного короля практически весь регион Фитоа был уничтожен катастрофой маны, а жители телепортированы по всему миру. Ныне регион передан роду Нотусов и почти не восстанавливается. Бывшей столицей региона считалась цитадель Роа. Про остальные три региона известно очень мало. Регионом Милботс владеет род Нотусов, а основным товаром являются вина, лучшие во всем мире. Регионом Донати владеет род Зефирус. Регион славится сахаром и шерстью, а еще из-за близости к северным землям экспортом оружия. И, наконец, регионом Вишир владеет род Эурус. Единственное, что о нем известно, это то, что регион процветает за счет купцов, идущих с юга. И прежде чем мы перейдем к южной части континента,
континента, я хочу сказать вам, что подписавшись на Boosty, вы могли увидеть этот и другие ролики раньше. Подписывайтесь по ссылке в описании или отсканировав QR-код. Спасибо всем, кто уже подписан, а мы продолжаем. Южная часть центрального континента находится по ту сторону нижней челюсти Красного Дракона. В отличие от западной части, здесь чуть суровее климат, намного больше лесов и в них живет больше монстров. Основной географический объект — это горная гряда Короля Драконов, рассекающая местность пополам, делая годной для проживания только восточную часть территории. С запада же находятся непроходимые густые леса. Пусть даже если путь в Асуру через леса и ближе, на деле намного проще и безопасней пересечь несколько границ малых королевств, которых тут очень много. Доминирующим является самое южное — Королевство Дракона Короля, третье по величине королевство людей, и там же находится штаб-квартира стиля бога Севера. Это королевство настолько сильно доминирует над остальными в регионе, что 3 соседних страны признали свою вассальную подчиненность. Это королевство Санакия, экспортирующее рис, королевство Кикка, экспортирующее масло, и королевство Широн, которое граничит со следующим примечательным местом — зоной конфликтов. Это общее название территории сразу целой группы стран, которые постоянно враждуют друг с другом, то возвышаясь, то угасая, то воскресая из пепла. Королевство Никрина, Биста, Дикуто, относительно богатое Гордения, империя Бразе, они и многие другие живут в состоянии вечной войны. Отдельно стоит выделить страну наемников Маркиен, которые живут за счет снабжения остальных стран профессиональными воинами. Северные территории — самое суровое место среди 3 частей центрального континента. Здесь очень снежная зима, короткое лето, а земля непригодна для ведения сельского хозяйства. Также здесь очень много лесов и гор. Большинство стран, находящихся здесь, слабы, бедны и нередко ввязываются в войны друг с другом. Кроме того, здесь появляется больше сильных монстров, чем в любом другом месте на континенте. Из-за этого регион наводнен искателями приключений всех мастей, а также воинами и мечниками, которые приходят сюда, чтобы отточить свое искусство. Центральными фигурами на политической доске северных территорий выступает альянс 3 магических наций. Расположены они в непосредственной близости к Асуре, чем и объясняется их относительное богатство. Первым стоит упомянуть королевство Раноа, где в городе Шария находится магический университет Раноа, самое почетное магическое учебное заведение. К сожалению, действительный уровень университета не настолько высок и в основном держится на громких именах талантливых магов, которые лишь числились учениками. Поэтому из 10 тысяч студентов лишь считанные проценты могут считать себя полноценными магами, а вступительный взнос на обучение составляет 3 асуранские золотые монеты. Следующей статьей доходов помимо магии являются невольничьи рынки. В южной части континента, равно как и на континенте Милис, работорговля хоть и ведется, но осуждается. Однако по мере продвижения на север она становится все более и более законной. Если королевство Асура хоть и наживается на рабах, но держит статус-кво, то в северных землях работорговля является ключевой частью экономики. 2 остальные страны Альянса описываются куда скуднее. Поэтому вторым я упомяну королевство Нерис, которое живет за счет торговли магическими предметами. Ну и третьим будет герцогство Баширант, занимающееся исследованиями магии. Именно здесь находится город Розенбург, где и проходит вся арка с Сарой. В книге он описывается как город, ближайший к Асуре, но на карте королевства Баширант находится от Асуры дальше всех. Очевидно, где-то здесь закралась ошибка. Отдельно стоит выделить вечно засыпанную снегом святую землю меча, которая находится на самом краю центрального континента. Здесь стоит штаб-квартира стиля бога меча и фактически единственное место, где можно получить ранг святого и выше по дозволению лично бога меча Гула Фариона. По другую сторону от магического триумвирата находится огромная неназванная территория, где между гор и лесов находятся многочисленные малые страны. И чем дальше они расположены от Асуры, тем они слабее и беднее. Наконец, на восточном побережье северных территорий, в относительно терпимом климате, находится королевство Бихилил, которое живет за счет сообщения с неподалеку расположенным островом Огров. Ну а завершить путешествие по центральному континенту нам придется на юге, в восточном порту, откуда идут корабли лишь 2 маршрутами — на континент Бегарит и на континент Милис. Стоит сказать, что море целиком находится под контролем морской расы, а еще там киш-мяк кишат
морские монстры, так что сообщение между континентами возможно только через проливы. Следовательно, Восточный порт и его близнец Западный порт — единственное место, где можно относительно безопасно перебраться на континент Милис, о котором сейчас и пойдет речь. Континент разрезан ровно пополам огромной горной цепью синего дракона. Хоть и более слабые синие вирмы, так же как и их красные коллеги, живут исключительно в горах и также не любят спускаться с них. На равнинах к западу от гор раскинулось королевство Милис. Названо оно в честь великого святого Милиса, который по преданиям защищал людей этого континента от демонов во время одной из человеко-демонических войн. Столицей королевства является огромных размеров город Милишион, второй по величине после Арса и единственный город людей, который не обнесен стенами. Да это и не нужно. Давным-давно вокруг города были построены 7 магических башен, которые накрыли город барьером, защищавшим не только от врагов, но и от стихийных бедствий. Уровень воды в реке Николаус, текущей с гор синих драконов, всегда стабилен, даже несмотря на то, что все королевство находится в низине относительно великого леса, в котором, как известно, бывают сезоны дождей. Религия является основным стержнем королевства, а церковь Милиса имеет власть куда большую, чем у королевского рода. Таким образом, самым главным человеком в стране считается текущий папа Гарри Гримуар, дедушка Клиффа. Однако за фасадом гармонии и величия скрываются глубокие противоречия. Основным трактатом религии Милиса является Писание, в котором четко сказано: все демоны должны быть уничтожены. Однако 300 лет назад один священник прочитал в другом месте трактата: все расы равны перед Милисом, и задался логичным вопросом: получается, и демоны равны перед Милисом? В церкви произошел раскол, и с тех пор за власть соперничают две фракции, которые не чураются подстав, саботажей и даже убийств, вплоть до самых верхних чинов. Однако обычных жителей это не тревожит, и в целом Милис считается вторым местом в мире по благоприятности жизни. По другую сторону гор расположен Великий лес. Лес огромен, дремуч, а деревья тянутся высоко вверх, иначе же их просто затопит во время очередного сезона дождей, который длится целых 3 месяца. Эта территория издревле считается колыбелью зверолюдей. И хотя существует множество племен зверолюдей, они считают себя как минимум близкими родственниками, поэтому племена собака-людей Адолдия и кошка-людей Дедолдия мирно соседствуют, а не грызутся. Также помимо зверолюдей в Великом лесу живут племена хоббитов, эльфов и дворфов, но про них в книгах практически ничего не рассказывается. Основной достопримечательностью однообразного Великого леса является тракт Святого Меча. По легенде, святой Милис, стоя на вершине горы, ударом меча рассек континент и убил короля демонов, который находился в месте, где сейчас стоит Порт Ветра. Сложно понять, правда ли это, однако тракт сочится маной, из-за чего даже во время сезона дождей он сух, чист, а рядом с ним вы не найдете ни единого монстра. Это практически полностью прямой и абсолютно безопасный путь через Великий лес, который упирается в Святой Порт. Последнее пристанище перед таким же близнецом Портом Ветра. Эти два порта связывают континент Милис и демонический континент. Давайте к нему мы и перейдем. Порт Ветра встречает путешественника еще относительно неплохим уровнем жизни. Однако за ним находится буквально худшее место в мире. На демоническом континенте практически ничего не растет. Земля изрезана ущельями и горами. А еще здесь много монстров. Очень много монстров. Причем высоких рангов. Континент прямо пропитан маной, из-за чего они поджидают за каждым поворотом. Поэтому путешествие по демоническому континенту — это невероятно тяжелая задача. Здесь нет никаких даже подобий дорог, которые невозможно построить при таком перепаде высот. Здешние жители в основном живут за счет охоты на монстров, но мясо их отвратительно на вкус. Впрочем, если вы демон, то ничего лучше в жизни вы и не ели. Континент разделен на условные территории под управлением королей демонов, однако большая их часть оставила свои обязанности и практически не управляют своими подданными, действуя лишь по праву сильного. Всего таких царьков около 30, а все потому, что у кого есть войска,
войска, тот и король. Безродные демоны оставлены на произвол судьбы и выживают сами по себе. Законов или сводов правил, которыми руководствуется хотя бы большинство, здесь не существует, как и тех, кто может заставить их соблюдать. Минимальный порядок в городах поддерживает подобие местного ополчения. Они же и защищают города от атак монстров. Хотя ополчение — это даже громко сказано. Скорее, обычные искатели приключений, сбившиеся в одну организацию. Телепортированные Рудиус и Эрис оказались в регионе Биегоя, чьим номинальным владыкой является король демонов Бодигади. Крупнейший город региона — Рикарис, расположенный в кратере потухшего вулкана. В город существует только 3 входа, и все они — это трещины в стенах кратера, отчего город относительно безопасен в плане угрозы монстров. В отличие от других крупных городов, типа Мелишиона или Арса, этот город не блещет сложностью архитектурных форм. Все дома просты, однообразны и служат чисто утилитарным функциям. В центре города находится старый замок императрицы Киширики, безмолвно напоминающий о великом поражении и угасшей славе народа демонов. Также к региону Биегоя относится и небольшое поселение племени Мигурдов. В целом про географию демонического континента в книге очень мало упоминаний, поэтому я могу лишь перечислить основные названия. Регион Гаслоу известен тем, что в форте Некрос правит бессмертная королева демонов Атофе-Ратофе. В регионе Бабинос раньше находилось поселение расы Суппордов. В безымянном регионе на самом краю континента находится город Курасума, где правит король демонов Багура-Хагура. Благодаря хорошим отношениям короля с морской расой, город относительно богат за счет торговли. Демоны поставляют в море специи, а морская раса — морепродукты и сладкий алкоголь, который очень пришелся по душе Рокси. Ну и раз разговор зашел про морскую расу, стоит рассказать о море Рингус, которое разделяет мир на части. Давным-давно все континенты представляли собой единый сверхконтинент, пока 4200 лет назад в результате финальной битвы Второй Человеко-демонической войны между императрицей демонов Киширика Киширис и Золотым рыцарем Альдебараном он не раскололся, образовав на месте удара море Рингус. По крайней мере, такова самая распространенная легенда. На деле же виновниками почти полного уничтожения континента были другие личности. Но, пожалуй, оставлю этот рассказ для видео про полную историю мира, произошедшую до Рудиуса Грейрата. Так что подписаться на канал — это не ошибка. В рамках же этого видео стоит сказать, что море Рингус населяет морская раса, которая очень ревностно относится к вторжениям в свои владения. Ну а в самом центре моря находится подземелье под названием Пещера Дьявола, одно из самых сложных в мире. Ну и после глубин морей стоит подняться ввысь и рассказать про небесный континент, который расположен на севере между центральным и демоническим континентами. Чисто технически он соединяет с собой 2 соседних континента, делая из них один. Однако выглядит он как огромный утес высотой 3000 метров, выросший из моря. Его края абсолютно отвесные, и к нему нет никаких дорог. А населяет его небесная раса, которая, как и морская, очень не любит чужаков, а города окружены барьерами. Так что, чтобы перебраться с демонического континента на центральный, в разы проще обойти весь мир через юг. В отличие от морской расы, в сюжете присутствует хотя бы один персонаж из небесной расы, так что выглядят они буквально как люди с крыльями. А еще на небесном континенте находится третий из величайших подземелий с простым названием Ад. Ну и последним континентом на очереди становится Бегарит. Это единственный континент, отрезанный от моря Рингус. Почти всю территорию континента занимает пустыня с соответствующим невыносимо жарким днем и невероятно холодной ночью. Как и демонический, Бегарит наполнен маной, из-за чего монстры в нем настолько же сильны и многочисленны. Кроме того, здесь проживают бегемоты, самые крупные монстры в мире. К счастью, обычно они не агрессивны и первые не нападают на людей. А еще, помимо монстров, здесь очень много бандитов. На этой территории нет дорог и не существует никакой централизированной власти. Вся жизнь кочевых племен и торговцев скапливается вокруг редких городов, оазисов и других безопасных зон. В новелле описывается лишь 2 поселения людей. Это базар, расположенный вокруг оазиса, и город-лабиринт Лапан, который раскинулся среди ребер убитого давным-давно королем Севера Калманом II гигантского
огромного бегемота. Плоть бегемота была съедена, но вот кости до сих пор торчат из песка. Бегарита славится огромным количеством лабиринтов на своей территории, но самый знаменитый — это телепортационный лабиринт, который расположен в скале неподалеку от Лопана. Именно там, на самом глубоком 7-м этаже, и находится Зенит, которую отправился спасать Рудиус. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно делитесь впечатлениями о такой виртуальной прогулке по миру безработного. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.